Долгожданный обзор стайлера Dyson Airwrap. Этот стайлер у меня уже больше года. Сегодня расскажу о своих впечатлениях от использования Dyson на очень кудрявых волосах. Поделюсь с вами тем, какие насадки мне нравится использовать, какие не нравятся, почему, какие укладки я могу получить при помощи стайлера Dyson, можно ли им выпрямить очень кудрявые волосы. Ну и также поделюсь своими субъективными впечатлениями об этом продукте. Меня зовут Анна, это мой бьюти-блог «Кудрявый космос», к делу. Итак, в чем фишка стайлера Dyson и что его отличает от других схожих стайлеров? Ну, вообще сам бренд говорит, что фишка стайлера — это в его бережном отношении к волосам, потому что здесь задействованы невысокие температуры, которые позволяют вам сделать укладку при помощи этого стайлера. Не могу сказать, что это какая-то супер отличительная черта, потому что, в общем-то, у фена тоже невысокие относительно температуры, да, относительно утюжков, вы тоже можете сделать укладку феном и керамической щеткой. На мой взгляд, самая отличительная черта этого стайлера, почему он вызвал столько шума, это потому что применяется эффект Коанта в стайлинге волос. Это тот самый эффект, когда прядь магическим образом обкручивается вокруг насадки или прилипает к насадке щетки. И также этот эффект обеспечивает антифриз-эффект, когда ты при помощи специальной насадки как бы сглаживаешь пушок. Вот это, на мой взгляд, ключевая фишка стайлера. И давайте перейдем, собственно, к обзору насадок и к тому, как я ими пользуюсь, что мне нравится, что мне не нравится и почему. У меня стандартная версия стайлера, то есть насадки не для длинных волос. Всего в комплекте у меня 6 насадок. Это 2 щетки с более мягкой щетиной и с более твердой щетиной. Это насадки Баррели для накручивания волос при помощи той самой магии. Одна поменьше в диаметре, другая побольше в диаметре. У меня есть брашинг керамический. И еще одна насадка. Насадка 2 в 1 для направленной сушки, если ты ее ставишь в такое положение. И насадка для сглаживания пушка. Насадка антифриз. Итак, начну с базовой насадки с направленной сушки феном. Я могу сказать, что даже если ты включаешь первую мощность на стайлере, то поток воздуха получается очень сильным. И проще всего и, наверное, нужнее всего эту насадку использовать для просушивания прикорневой зоны на первом этапе совсем сушки. Да? То есть укладку этой насадкой сделать невозможно. Просто использовать ее как фен. Если вы хотите просушить этой насадкой все волосы, использовать стайлер как фен, пожалуйста, но, по-моему, это не имеет особого смысла, потому что здесь есть насадки-расчески, которые, в принципе, дадут всегда более аккуратный результат. Итак, если вы хотите выпрямить волосы, сушить волосы стайлером на выпрямление, то для начала можно попробовать вот эти вот 2 насадки, то есть насадки и щетки. Использовать стайлер Dyson вместе с насадкой мягкая щетка — это то же самое, как если бы вы сушили волосы феном и простой расческой. Да? Для лучшего результата при сушке волос насадками, щетками оптимальнее, на мой взгляд, разделять, во-первых, волосы на несколько секций, каждую секцию отдельно прочесывать вместе с насадкой и Дайсоном. И также более щадящим режимом будет использование средней температуры, не самой низкой, не самой высокой. Для того, чтобы эффективнее просушить волосы такими насадками, щетками, первые движения, когда прядь еще слишком мокрая, лучше делать медленно. Да? То есть первые 2-3 раза, когда ты проводишь стайлером вместе с этой насадкой по волосам, нужно это делать более медленно. Акцентируйте внимание на прикорневой зоне. Да? Старайтесь натягивать прядь при сушке. Выпрямить свои волосы при помощи такой насадки смогут обладатели прямых волос, либо слабо вьющихся волос, которые легко поддаются выпрямлению феном. Естественно, если у вас кудрявые волосы, если у вас более-менее очерченные кудри, то вы не сможете выпрямить волосы насадками, расческами. Вы просто получите вот нечто подобное, что получаю я. Это такое прочесанное копна волос с намеком на выпрямление. И это совершенно нормально, если у вас природа кудрявые волосы.
Вот эта вот насадка, она чуть более жесткая, щетиной, она дает, на мой взгляд, лучшее натяжение волосам и чуть сильнее, эффективнее выпрямляет волосы. Поэтому, если на вас не сработала эта щетка, попробуйте допрямить волосы, например, этой щеткой. Ну, либо сразу возьмите ее. В этом видео для примера я просто показываю, как можно работать с такой насадкой, жесткой щеткой на уже высушенных волосах. Для достижения более прямого эффекта на своих волосах, больше гладкости, я ставлю максимальную температуру на стайлере, потому что у меня уже сухие, собственно, волосы. Вообще, дополнительно сухие волосы практически всегда сбрызгиваю термозащитой еще. Ну и по каждой прядке я прохожусь, 2-3, не знаю, максимум 4 раза. В принципе, я понимаю, что все, это предел, больше нет смысла. Как вы видите, мои кудрявые волосы на этом этапе выглядят уже более гладкими, более прямыми. Ну, понятно, что это еще не укладка. И, например, вот такое использование пары этих насадок, это на мокрых волосах, это с большой температурой уже на сухих волосах, может дать более-менее хороший результат, например, для обладателей волнистых волос. Возьмите на заметку. Следующее, что я хочу сделать, показать вам, как преобразится моя укладка, вот текущая, да, если я пройдусь насадкой, которая сглаживает пушок. Итак, я перевожу насадку в нужный режим, подношу ее к волосам, жду, пока она притянет к себе волосы, и затем я медленно провожу вниз этой насадкой до самых кончиков. И пух сглаживается. Прям очень интересный эффект. Есть один минусик от использования этой насадки. Вот пух сглаживается, но и объем пропадает. Поэтому, если вы боретесь за объем, то тут такое дилемма. Вообще, на первый взгляд, у меня уже вырисовывается неплохой результат, но, поверьте мне, это только на первый взгляд. Видите эти пушащиеся кончики? Так вот, через час они еще больше распушатся, стремясь закрутиться обратно кто куда, потому что волосы стремятся принять свою естественную форму. Это нормально совершенно для кудрявых волос, если вы используете невысокие температуры для их выпрямления. Поэтому, если я делаю укладку стайлером Dyson, я всегда стремлюсь подкрутить все равно свои кончики, чтобы уже собрать их изначально в какие-то семейства, в прядки отдельные, потому что они все равно будут потом крутиться, но в данном случае они хотя бы будут примерно понимать свое направление крутки. Вот, и кручу я кончики либо на насадку магическую, да, которая наматывает сама на себя прядь, либо использую брашинг. Давайте я начну, наверное, со стандартной этой насадки. Если вы зайдете на сайт официальный Dyson, либо посмотрите их YouTube, то вы найдете очень много туториалов по тому, как лучше укладываться стайлером. И сам Dyson говорит, что подкручивать волосы следует тогда, когда они еще немного влажные. Как происходит процесс подкручивания? Сначала нужно выбрать максимальную температуру на стайлере, накрутить волос, подождать. Если вы крутите на мокрые волосы, точнее на слегка влажные, подождать, пока прядь полностью высохнет. Как только вы чувствуете, что прядь полностью просушилась, что она горячая, вы переведите из максимальной температуры в минимальную, то есть в режим холодного воздуха. Подождите, пока прядь остынет. Только затем выключаете стайлер и доставайте его из-под прядок. Отмечу, что если у вас очень кудрявые либо очень пушистые волосы, особенно если у вас кудрявые волосы, где завиток от корней начинает виться, то этот способ не будет очень эффективным. Если у вас кудрявые волосы, то чтобы их подкрутить в большие букли, да, их предварительно нужно разгладить максимально, насколько это возможно. Поэтому я сначала разглаживаю волосы какой-нибудь из этих насадок или брашингом, и потом только их могу подкручивать. Вот. Итак, как я кручу свои очень кудрявые волосы на эту насадку? Сначала я их максимально разглаживаю при помощи жесткой щетки, например. И уже сухую, получается, секцию подкручиваю на насадку, жду, пока она нагреется на максимальной температуре, затем снижаю до минимальной температуры, жду, пока она остынет, и выключаю стайлер и снимаю с насадки прядь.
То есть техника, по сути, точно такая же, единственное, что волосы у меня сухие, да. Изначально получаются очень красивые прыгучие букли. После накручивания я также смазываю ладони каким-нибудь флюидом, маслом для волос, серумом для волос и немножечко разбиваю пряди, да, чтобы это как-то более естественно смотрелось, а не как кукольная укладка. И хочу отметить, что пряди после этого накручивания падают очень быстро. Кроме того, укладываться именно на эту насадку, крутить именно на ту насадку, ради которой все хотят Dyson, очень долго. Я прям устаю. У меня это занимает, ну, не только это, вся процедура, допустим, с выпрямлением щетками и с накручиванием на эту насадку, она занимает больше часа. Час 10, час 20. И это при том, что мои волосы не сильно-то и густые. Поэтому лично мне и моим очень кудрявым волосам больше всего нравится Dyson из-за того, что здесь есть вот эта вот насадка брашинг. Чаще всего я пользуюсь жесткой щеткой и насадкой брашингом, если я хочу, ну, скажем так, выпрямить свои волосы и подкрутить их потом. Как я это делаю? Уже когда волосы высушены, я беру брашинг, разделяю волосы на секции и ставлю максимальную здесь температуру. И начинаю сначала каждую секцию чуть-чуть подпрямлять брашингом, и затем я начинаю прядь накручивать. При этом я разворачиваю брашинг в руках, и уже когда я кончиком подношу, я прям сильно их подкручиваю, крутя в руках, в общем-то, фен этот. И вот этот вариант укладки с условной щеткой и брашингом мне очень сильно нравится, и для меня это самый такой оптимальный способ выпрямления волос. Итак, какие у меня впечатления от покупки стайлера? Вообще не очень однозначно, наверное, потому что ожидания у меня были завышенные, вот серьезно. Я думала, что все-таки каким-то магическим образом распрямление, выпрямление волос будет происходить более эффективно, но я ошибалась. С одной стороны, с другой стороны, возможно, все равно нужно больше выпрямять волосы, набивать руку. Потому что, когда я пробовала этот стайлер первые 5 раз, у меня все было очень плохо. И только там, не знаю, раз на 6-й я такая поняла, что ага, это нужно так, это так делать. В общем, здесь главное постоянство использовать. Второе, если вы обладатель кудрявых волос, вы должны понимать, что, в общем-то, выпрямить волосы стайлером, ну, не получится у вас. Это не утюжки. Он не нагревается до такой температуры, которая могла бы выпрямить волосы идеально, гладко и легко. Нет. Придется повозиться это раз, и результат не будет там супер гладким и супер прямым, если у вас очень кудрявые волосы. Это нужно принять и простить, и наслаждаться такой, ну, просто как бы выпрямленной укладкой с более крупными буклями. Именно поэтому я говорю, что кудрявым всегда проще делать кудрявые укладки, чем пытаться выпрямить волосы. Это неэффективно. С другой стороны, я опять же нашла для себя какой-то оптимальный вариант выпрямления волос, вот с минимальными повреждениями. То есть я вообще забыла о своих утюжках. Они там у меня уже лежат год без востребования. Да? Если хочу выпрямить волосы, то я беру стайлер, брашинг от стайлера и выпрямляю. Чем лучше выпрямлять волосы? Дайсоном с насадкой брашинг или феном и керамическим брашингом? Мне совершенно точно 100% удобнее Дайсоном и брашингом. Удобнее, эффективнее, быстрее, классно. Но если вы хорошо орудуете керамическим брашингом и феном и делаете укладки а-ля как у Измаиловой, то я думаю, что эта штука вас не удивит. Довольна ли я покупкой этого стайлера? В целом довольна, особенно если бы я чаще выпрямляла бы волосы, мне кажется, я была бы еще больше довольна. Вот. И единственное, о чем я жалею, о том, что я не взяла насадки для длинных волос, мне было бы удобнее, потому что как только волосы у меня немножко длиннее становится, уже, в общем-то, эти насадки коротковаты. В целом, стайлер Dyson подойдет почти для всех типов волос, структур волос, за исключением разве что, ну, очень-очень кудрявых афрокудрей, да, тут он будет, скорее всего, бесполезен. Кроме того, всегда нужно четко понимать первоначальную цель, ради которой вы покупаете стайлер. Если у вас очень кудрявые волосы, вы хотите купить Dyson с целью идеального выпрямления волос, особенно простого идеального выпрямления волос при помощи щеток,
насадок щеток, то этого не стоит делать и ожидать. Если у вас, условно, низкопористые, тяжелые такие волосы, которые плохо подкручиваются на бигуди, например, вот не держат их бигуди, скорее всего, Dyson вам тоже мало поможет, либо поможет, но укладка будет быстро, скажем так, распадаться. Поэтому я бы вам рекомендовала смотреть именно обзоры, укладки со схожим типом волос на ваши. И это прям даст ответ на ваши вопросы. И также смотрите туториал, опять же, того же Dyson на YouTube. Что делать, чтобы накрутка на Dyson держалась дольше? Во-первых, попробуйте крутить их на влажные волосы, но при этом досушивать их до конца на этой насадке. Не снимать мокрые волосы с насадки. Во-вторых, подобрать правильный диаметр и длину насадок для своих волос, потому что когда волосы чуть длиннее плеч, то вот эти вот короткие насадки уже слишком короткие, и придется либо на более мелкие пряди делить волосы, либо, как-то прям слишком густую прядь сюда наворачивать, что не очень эффективно. Ну и, конечно, для любой укладки, неважно, накручиваете вы волосы, либо выпрямляете, как я, обязательно использовать стайлинговые средства. Обязательно. Это поможет волосам сохранить желаемую форму дольше. И в конце несколько полезных советов при использовании стайлера. Первый совет и первый моментик: с первого раза укладка мало, почти ни у кого не получается при помощи Dyson. Поэтому, если, например, у вашей подружки есть Dyson, и вы такие: забегу-ка я к ней на бокал игристого вечером и заодно попробую стайлер, скорее всего, вы вообще ничего не поймете, либо разочаруетесь. Вот, поэтому, если есть возможность действительно протестировать стайлер, то попросите у подруги его немножко надольше, хотя бы, чтобы вы смогли 3 раза им попробовать вложить в волосы разными насадками при помощи разных стайлинговых средств и понять вообще, нравится вам, не нравится. Если у вас уже есть стайлер и вам не нравится им пользоваться, и мои советы вам не помогли, то зайдите на YouTube от Dyson и посмотрите туториалы, которые предлагают они. Возможно, вы найдете для себя какие-то интересные варианты укладок и использования насадок или какие-то моментики, да, о которых вы не знали, не подмечали раньше. И еще один моментик. Не забывайте, что хоть у Dyson и относительно невысокие температуры, относительно плоек утюжков, да, все равно это высокая температура. 90 градусов – это уже высокая температура. И поэтому обязательно перед использованием всех стайлеров, фенов и так далее использовать термозащитные кондиционирующие продукты. И кондиционирующие продукты в том числе нужно использовать, потому что здесь вот есть расчески, насадки, кондиционеры помогают сгладить волосы и опять же защитить их, точнее минимизировать повреждения от всех этих инструментов. Просто не забывайте об этом. Не используйте все стайлеры и любые расчески на голых волосах без кондиционирующих несмываемых средств. Пожалуй, на этом у меня все. Надеюсь, получилось не очень сумбурно. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях свои впечатления от использования стайлера. И, пожалуйста, при этом укажите максимально, какие у вас волосы по структуре, и текстуре и по длине. Нравится использовать стайлер, не нравится и почему. В общем, будет интересно прочитать, я думаю, что каждому, кто смотрит это видео, опыт другого человека. У меня на сегодня все. Живите долго. Пока.